go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим потрясающие беспроводные квадбридные наушники от компании Geekfly стоимостью $400. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень ярким оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников и указано название этой модели, а именно Vitas. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает два арматурных излучателя, два пьезоэлектрических, один планарный и еще один динамический, но чувствительность составляет 106 дБ и они получили сопротивление 17 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кейс для зарядки на 600 мА и с индикацией заряда. Кабель для зарядки. Инструкция по использованию наушников. 3 карточки. Кожаный кейс для хранения наушников. И целых 3 набора силиконовых амбушюр. Наушники очень крупные, выполнены полностью из смолы и имеют очень приятный внешний вид лицевой панели с абстрактным оформлением в необычной расцветке. Они получили поддержку Bluetooth 5.4 и работают с кодеками aptX HD, AAC и SBC. Ну а здесь у них располагается первое отверстие для компенсации, а второе находится вот здесь, где можно увидеть мигающий светодиод. А тут рядом указано название этой модели и присутствует маркировка канала, а здесь уже находятся контакты для зарядки. Ну а звуковод у этих наушников выполнен из металла, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр. И конечно он еще был защищен металлической сеточкой. Ну а управление наушниками здесь осуществляется касанием. Коснувшись один раз правый либо левый наушник, можно воспроизвести либо поставить музыку на паузу, а коснувшись 2 раза левый наушник, можно включить предыдущий трек, либо коснувшись 2 раза правый наушник, следующий трек. Ну а громкость здесь регулируется удержанием на 3 секунды. Для того, чтобы понизить, нужно удержать палец на левом наушнике, а для того, чтобы увеличить громкость, удержать на правом. Ну а также коснувшись 3 раза левый наушник, можно вызвать голосового ассистента. Ну а если вдруг вам кто-то решит позвонить во время прослушивания музыки, то вы можете ответить на звонок, коснувшись 1 раз левый наушник. Либо можно отклонить вызов, коснувшись правый наушник 3 раза. А повесить трубку во время разговора вы можете, коснувшись левый наушник и удержав его на 2 секунды. Ну а также, поскольку это Bluetooth наушники, то конечно же не обошлось и без приложения для их настройки, которое пока что доступно только для Android девайсов. И установив его к себе на смартфон, вы получаете возможность применения различных готовых пресетов для эквализации этих наушников. Ну а также вы можете сделать свой готовый пресет для небольшой коррекции частотной характеристики этих наушников. Можно усилить средние, низкие и высокие частоты, либо наоборот прибрать все. Ну тут уж сами смотрите. Но от себя я вам скажу так, друзья, как по мне, эти наушники совершенно не нуждаются в эквалайзере, и вы можете сразу прослушивать их как есть прямо из коробки. Ну а еще обратите внимание на возможность небольшой настройки касания у этих наушников, левого и у правого. Здесь можно поменять все, сделать как вам удобнее и настроить и пользоваться этими наушниками без проблем, так как вы захотите. Ну а еще здесь есть возможность обновить прошивку и сбросить все настройки. Да, конечно, приложение здесь максимально простое, но по сути большего, я считаю, здесь и не надо. А загрузить его вы сможете, перейдя по ссылке в описании к этому обзору. Ну и несмотря на свои довольно крупные габариты, сидят в ушах эти наушники отлично. Есть как и надежная посадка с отличным прилеганием, так и хорошая звукоизоляция. Но, конечно, да, учитывайте, что эти наушники очень сильно выпирают со стороны из уха. Ну, честно, меня это не беспокоит, и ради их качества звучания я готов с этим смириться. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики беспроводных наушников Geekfly Vitas. Эти наушники имеют мощное усиление низких частот на 16 дБ с очень аккуратным переходом к области нижней середины, а далее следует очень нейтральная область верхней середины с очень продолжительными высокими частотами. И честно говоря, друзья, увидеть такую частотную характеристику для беспроводных наушников, как по мне,
но это просто безумно, поскольку это уже тюнинг от серьезных топовых проводных внутриканальных наушников. А тут представьте себе, что вы получаете все их преимущества, но уже в беспроводном формате. Ну красота ведь просто, согласитесь. Поэтому давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Geekfly Vitas — это самая настоящая и масштабная стихия для настоящих басхедов. Из первых секунд прослушивания этих наушников ты сразу понимаешь, что здесь бас не просто есть, а он полностью завладевает звуковым пространством. Он глубокий, очень массивный и с внушительным панчем, который буквально ощущается физически. И это именно тот бас, который ты буквально чувствуешь в груди, как физический импульс, создающий эффект полного погружения в музыку. И сабас у Vitas уходит невероятно глубоко, создавая плотный фундамент, который задает тон всей композиции. При этом он не гудит, не размывается, каждая нота остается собранной, рельефной и текстурной. И ты слышишь, как вибрация словно проникает внутрь, как бас отскакивает и мгновенно атакует и также быстро затухает, оставляя после себя ощущение максимально контролируемой мощи, а не какой-то там рыхлой массы. И я бы сказал, по восприятию это как идеально сфокусированная волна, которая одновременно дает фундаментальный вес и динамику, и характерный панч и густоту. А вот мидбас своей подачи живой, быстрый, упругий и с невероятной просто какой-то телесностью. Каждый удар по бочке или бас-гитаре ощущается как точное и собранное движение, которое добавляет энергии и драйва, но при этом не превращается в лишнюю тяжесть. И у меня есть ощущение, что он словно живет своей жизнью в миксе. Он насыщенный, плотный и динамичный, при этом не затмевает остальную музыку, а аккуратно подчеркивает ее ритм и структуру. Но, конечно, особенно впечатляет скорость и динамика этих низких частот. И Vitas реагирует прям моментально. Атака мгновенная, затухание точно, и при этом этот бас остается упругим и собранным, а не сухим или плоским. И это делает партии уже более живыми и захватывающими, поскольку каждый ритм ощущается телом. И это именно тот физический эффект, который любят уже самые настоящие басхеды. Но самое главное здесь, я считаю, это то, что бас здесь не просто многослойный, благодаря чему ты слышишь не только удар, но и всю структуру звука, где начинается атака, как играет тело ноты и как она затухает. Он не сваливается в какое-то одно целое, а остается всегда максимально читаемым, с отличной детализацией и энергией в подаче. И в итоге низкие частоты в Geekfly Vitas — это сочетание просто какой-то безумной силы, глубины, панча и физического ощущения. Они массивные, динамичные, быстрые, текстурные и просто какие-то невероятно вовлекающие. Бас здесь ощущается физически, каждый трек дарит драйв и энергию, но при этом звук остается полностью контролируемым и музыкальным. Это именно тот бас, который заставляет вас погружаться в музыку снова и снова. Ну а средние частоты в Geekfly Vitas — это то, что сразу захватывает ваше внимание и делает уже прослушивание по-настоящему живым. Они насыщенные, плотные, но при этом абсолютно нейтральные. Никаких резких перекосов или лишней окраски. Здесь нет ощущения также какой-то сухости или скуки. Наоборот, каждая нота звучит полновесно, эмоционально и очень естественно. А вокалы, инструменты, гитары и синтезаторы раскрываются с просто какой-то удивительной теплотой. И при этом они остаются разборчивыми и динамичными в своей подаче. Но особенно мне нравится, как эмоциональная вовлеченность в этих наушниках ощущается буквально сразу с первых секунд, поскольку средние частоты здесь не просто воспроизводят музыку, да, а они словно ее оживляют, передают вам характер инструментов и все нюансы исполнения. Вокал звучит очень телесно, с плотной текстурой, но при этом в своей подаче он прозрачный и детализированный, и ты слышишь все дыхание, вибрацию, легкую окраску и все эмоции исполнителя, и при этом инструменты тоже играют очень живо, и, например, те же струнные или духовые звучат очень насыщенно, с телесностью и характерным объемом, но при этом они не теряют своей точности и динамики. В общем, как вы понимаете, подача средних частот тут очень теплая и комфортная. Она создает ощущение плотного музыкального пространства, но без тяжести или какого-либо перегруза. Каждая нота отыгрывается с контролем, плавно переходя к верхам и низам, что делает звук уже более цельным и гармоничным. При этом динамика здесь на очень высоком уровне. Музыкальные партии словно двигаются, играют и оживают, и это делает прослушивание по-настоящему захватывающим. И в итоге средние частоты в Geekfly Vitas — это про плотность, динамику и эмоциональность. Они теплые, насыщенные, живые и очень вовлекающие, и при этом нейтральные и контролируемые. И ты буквально слушаешь музыку, и тебе кажется, что она словно оживает вокруг тебя, захватывая твое внимание и не отпуская ни на секунду. И это
именно тот диапазон, который делает звук цельным, музыкальным и по-настоящему эмоциональным. Ну а высокие частоты в Geekfly Vitas это буквально отдельная история, и сразу понятно, что здесь нету никакой вычурной яркости или излишней светлости. Они взрослые, зрелые, комфортные для слуха и при этом невероятно детальные и техничные, и ты буквально слышишь все, что происходит на фоне. Легкие реверберации, атмосферные эффекты, послезвучия инструментов, и самое главное, что каждый нюанс воспроизводится точно и разборчиво, но при этом абсолютно естественно, без ощущения напряжения или утомления слуха. И отмечу, что вот эта детальность здесь не кричит о себе, как уже в более ярких моделях, поскольку она была здесь подана максимально комфортно, позволяя вам наслаждаться всеми микронюансами в записи и слышать работу малейших элементов микса, от каких-то щелчков, там перкуссии до шуршания струн или воздушных вибраций синтезаторов. Все звуки отыгрываются прям технично, с отличной прозрачностью, но при этом остаются органичными и музыкальными. Поэтому при прослушивании этих наушников ты не замечаешь какие-то, так скажем, отдельные острые частоты, поскольку все звучит плавно с естественными переходами. И особенно мне нравится, что вот эти высокие частоты здесь создают очень правильное ощущение пространства и воздуха, не перегружая микс, но добавляя больше легкости и объема. Они раскрывают детали, делают звук живым и насыщенным, но при этом остаются приятными для длительного прослушивания. Ты ощущаешь текстуру и послезвучие инструментов и буквально слышишь, как они отзываются, создавая эффект присутствия и глубины в композиции, но без какой-то навязчивой яркости. И в итоге высокие частоты в Geekfly Vitas это про комфорт, контроль и детальность. Они взрослые, естественные, техничные и при этом музыкальные и вовлекающие. Ты слышишь абсолютно все, что нужно, и без ощущения какой-то резкости или усталости, с полной читаемостью микса и отличной передачей всех нюансов. Это именно тот верх, который делает звук завершенным, сбалансированным и максимально приятным для длительного прослушивания. Но звуковая сцена в Geekfly Vitas это реально впечатляющее ощущение пространства, которое ощущаешь сразу, как только включаешь первый трек. И она не просто широкая, она масштабная, глубочайшая, создающая эффект, будто ты сейчас находишься прямо внутри самой музыки. И эта сцена буквально охватывает тебя со всех сторон. Фронт, бока, глубина, все ощущается естественно, с отличной пропорцией, без какой-либо там искусственной растянутости. И разделение планов здесь выполнено на высочайшем уровне. Каждый инструмент, каждый элемент микса расположены строго на своем месте. Вокал всегда живет в центре, и при этом он не теряется и не смешивается с инструментами, а гитары, синтезаторы, ударные и прочие детали звучат так, что ты сразу понимаешь, где передний план, где средний, а где уже задний. И при этом все в подаче остается музыкальным и сбалансированным. Никакой путаницы, никакого нагромождения. Наоборот, ты сразу чувствуешь, как композиция буквально дышит и развивается в пространстве. Да и ширина сцены тоже безусловно поражает. Инструменты располагаются слева и справа с отличной разборчивостью, создавая впечатление воздушности и объема. При этом эта сцена не теряет глубину. Слышно, как звуки двигаются по разным планам, как откликаются друг к другу, где есть легкая реверберация, где послезвучие, и все это воспринимается максимально естественно. И ты буквально видишь всю картину музыки, что находится близко, что дальше, а что совсем уже на заднем плане. И в итоге звуковая сцена в Geekfly Vitas это идеальное сочетание ширины, глубины и детальности. Она создает эффект присутствия и позволяет вам расслышать каждый инструмент, каждый слой и каждый нюанс микса, при этом оставаясь естественной и очень комфортной. Но вывод у меня получился такой: в Geekfly Vitas, на мой взгляд, сейчас это одни из лучших универсальных и беспроводных наушников для самых настоящих зрелых аудиофилов. И эти наушники умеют вовлекать и держать ваше внимание сразу с первых секунд, поскольку в своей подаче они мощные, живые и очень драйвовые, и при этом комфортные и музыкальные, с отличной сценой и полновесным физически ощущаемым звучанием. И что их выделяет на фоне других беспроводных наушников, так это то, что они очень легко справляются с любым жанром, от тяжелого металла до самой сложной инструментальной композиции, и при этом доставляют вам самое настоящее удовольствие от их прослушивания, да так, что вам просто хочется брать их, включать снова и снова. В общем, друзья, как по мне, это самая настоящая находка для тех, кто сейчас ищет универсальные, драйвовые и эмоциональные наушники, которые станут отличной заменой проводных наушников. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!